Всем привет! Мы сегодня нанесли образец из декоративной штукатурки жидкий травертин. Это сухая смесь на 80% состоящая из натурального камня травертин. Выдерживает температуру от минус 50 до плюс 90. То есть это идеальный вариант для внутренних и наружных работ с перепадами температур. В том числе, я думаю, что можно и на камины, и на печи его использовать. И смотрим, как мы его наносили. Давайте вместе все это посмотрим. То есть мы сухую смесь развели водой. Если в пропорциях, ну скажем, процентов 20-30 воды наливается. Мы взяли 3 килограмма сухой смеси и добавили туда примерно литр-1,5 воды. 3 килограмма сухой смеси. У нас ушло, образно говоря, на 2-2,5 квадратных метра. И еще остаток остался. То есть, исходя из этого, мы делаем выводы, что ведра 20 килограмм нам хватит примерно на 15-20 квадратных метров. Стоит оно на данный момент 5000 рублей, но это на данный момент. Может, вы через год будете видео смотреть, и там, конечно, цены меняются все время, и перевозка, и все. Мы наносим на кварцгрунт, то есть предварительно на стену нанесли грунтовку с кварцевым песком и наносим дальше травертин. Первый слой, он тонкий-тонкий, грамм 700-800, буквально на сдир. То есть даже у нас под кельмой скрипят песочки от кварца. Ну, то есть кельма скребется по песчинкам, тоненький слой. И вот этот тоненький слой мы потом оставим сохнуть. То есть кельму побольше. Если вам удобно шпателем, то делайте шпателем, наносите. Здесь критериев нет, кому как удобно. Кельма маленькая или большая, или шпатель такой штукатурный, малярный. И наносите ровный слой однородный. Травертин жидкий – это уникальный материал. Мы его как бы пробовали, честно говоря, 1,5 года примерно назад еще мы его брали для себя. Но в продажу мы его не выставляли, мы его тестировали. Мы его наносили на образцы и наносили его на отмостка, да, называется, на отмостку. И он у нас пережил зиму, в принципе, под водой и снегом. Все это он пережил, и даже вообще ничегошеньки не случилось с ним. По характеристикам от производителя он прямо от самых низких до самых высоких температур выдерживает и подходит как для фасадов, даже для самых холодных территорий. И в том числе, где жара и печка, камины. Вот часто бывает в отделе сидишь, спрашивают, а есть у вас что-нибудь для печи? Вот теперь я могу сказать, у нас есть для печи, да. Декоративное покрытие, которое выдерживает вот эти температуры. Ну, сейчас Роман изображает вьюшку. Цель наша не такая, цель наша будет другая. Мы наносим карту мира. Вьюшку это он показывает, что можно ее завьюжить. При таком тоненьком слое и маленьком расходе можно сделать еще и не просто травертин, а еще и другие фактуры. Маска на подбородке у нас как положено, потому что проверки все время ходят, проверяют, мы все в масках. Надеюсь, что скоро все это уже закончится, все выздоровеют и все мы будем молодцы. Но пока что в масочках ходим. Наносим безотрывно, прям ничего не стараемся изобразить, просто наносим и все в круговую. Что еще могу сказать от себя по поводу колировки? Материал вот этот в готовом цвете, вот в таком. Колеровать мы его пока, не тестили, скажем так, разные цвета. Но он очень хорошо меняет цвет и появляется дополнительная фактура с помощью колерованного воска. А травертин вот такой хороший цвет, ходовой достаточно. Колеровать в массе нет, мы его еще не тестили. Как мы его затестим, испытаем всякое разное, тогда начнем вам его рекламировать. Вот прям в таком цвете вы можете у нас его заказать. Переходите по ссылке, есть ссылки, мы оформляем доставку в любой регион. У нас есть какое-то количество травертина в наличии и отправляем его прямо сразу. Если количество будет для заказа большое, то это, скажем, плюс неделя ожидания. А так в среднем от Ижевска до любого города за неделю доезжает машина. Транспортная компания везет от 3 до 7 дней, вот это статистически от нас. Заказывайте. Цена очень доступная, очень. Мне кажется, что
По России средняя стоимость травертина за ведро вот такое 20-килограммовое, вот этого жидкого травертина натурального камня, около 7-8 тысяч. А у нас пока что он 5 тысяч рублей на сегодняшний день. 5 тысяч рублей за ведро. Вот такой вот бессмертный материал. В среднем ведро на 15-20 квадратов. Мне кажется, это более чем приемлемая стоимость. Я думаю, что будет повышение обязательно, но пока ни сроки, ни суммы не называются. Конечно, будет, потому что все подорожало. Даже перевозка в 1,5 раза подорожала. Наносим на большом образце для того, чтобы людям показать. Тоже в отделе ведь мы находимся. Чтобы люди видели, смотрели. Ну и вам будет полезно, зрителям нашим. Еще раз говорю, что на этот лист 2,50 на 80, 2,5 метра на 80 сантиметров. Мы разводили с сухой смеси 3 килограмма, и у нас осталось по итогу 1/3 часть примерно осталась неиспользованная. Так что расход у нее минимальный. Даже производитель заявляет там 2 килограмма сухой смеси на квадратный метр. Но у нас нет. У нас получилось гораздо меньше. Просто жир намазать не надо, потоньше, и все, и кварцгрунт. На кварце хорошо цепляется, и расход уменьшается тем самым. Все, нанесли и оставляем сохнуть. Подсохнет, вернемся и будем делать ляпушки. Накладываем шпателем на кельму и пришлепываем вот так. То есть получаем тем самым вот такие ежи. Их переносим на стену. Вот так, ляп-ляп-ляп. Вот смотрите как. Накладываем шпателем на кельму и пришлепываем. Переносим вот эти ляпы на стену. Хаотично. Руку все время поворачиваем, чтобы было разностороннее, не было каких-то повторяющихся, ну, такие квадраты, квадраты, квадраты. Вот чтобы не было так. Все время руку вправо-влево поворачиваем. По количеству ляпов вы регулируете. Кому надо больше, делайте больше. Кому надо меньше, делайте меньше. То есть вот эти ляпочки, их можно распределять на поверхности так, как вам это нравится. Больше, меньше. Больше, меньше. Крупнее, мельче, чаще. Это все вы регулируете под себя. От этого же, кстати, тоже и расход зависит. То есть чем больше ляпов, чем крупнее они, тем выше будет расход у травертина. Кстати, вопрос такой, кто-то вчера, что ли, задал из клиентов, по-моему, чем тогда отличается травертин, вот, например, акриловый, от вот этого травертина? Ну, потому что он тоже травертин, просто он на акриловой основе. Травертин, эффект из него можно сделать такой же, как у натурального камня травертин, и вот эту карту мира можно из него сделать. То есть, например, мы берем разные материалы, травертин акриловый и травертин вот жидкий, да, из натурального камня. Эффекты могут быть очень похожими, максимально похожими, но разный состав, разное назначение. Травертин акриловый у нас тоже для фасадных работ. Но у него немножко другие характеристики. Если тут заявлено, скажем, как бы сейчас не обмануть, от минус 70 до плюс 700, вот знаете, надо на бумажку смотреть. Ну вот такой разбег. То у акрилового у него там от минус 35 до плюс 35. Ну то есть вот такой разбег, характеристики. И это натуральный камень, он добывается, ну скажем, на карьерах, да, и добавляются добавки, всякие пластификаторы или что там еще производители добавляют. А акриловый он из других материалов, разный состав. Тут вот в этом в плане, в составе я вам не могу сказать ничего грамотно, потому что я не производитель. Ну просто назначение разные у материала и все. Вот и вся разница. А так травертин, даже у нас в отделе больше 7 видов травертина. То есть декоративная штукатурка с названием травертин больше 7 вариантов.
известковый, да, на основе гашеной извести, акриловый травертин, и вот жидкий камень травертин на основе натурального камня. И еще разные есть они, там крошечка покрупнее или без крошечки, или еще как-то. Разные материалы, разные назначения и разные эффекты. В этом разница. Вот и ляпаем. Здесь в чем еще плюс у этого травертина жидкого? Материал долго не засыхает на стене. Это позволяет его поправлять, добавлять, исправлять какие-то дефекты, убирать. В отличие от акрилового. Вот еще акриловый, он побыстрее засыхает, побыстрее. После нанесения кельмочкой прижимаем. Вот и у вас получается карта мира. То есть нанесение то же самое, что вы наносите из других материалов, штукатурка на акриловой основе, что вот этот вот жидкий камень. Но ведет он себя иначе, конечно, а эффект похожий максимально. Вот так приглаживаете, чтобы не оставалось каких-то кусков, шматков, всяких соплей висящих, царапок всяких, чтобы руку не царапало, и приглаживаете. Когда вы приглаживаете, вы смотрите, хотите ли вы добавить. Есть ли те места, где бы вы хотели добавить. Если эти места есть, значит вы в них добавляете. Также ляпами. Берем на кельму шлеп-шлеп, туда переносим и прям сразу приглаживаем. Вот такой вот жидкий травертин. Для санузлов я бы его могла рекомендовать. Для фасадов, для коридоров, то есть для кафе, ресторанов, то есть для таких проходимых мест с высокой эксплуатационной нагрузкой. Вот так он выглядит. Мы надеемся, что вам понравилось наше видео. Также вы можете у нас этот материал заказать. Для заказа в описании есть ссылки. Вы перейдете в мессенджер и там далее проходит консультация. Материал прямо вот в таком цвете. И, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока!